привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить гранолу. Я предлагаю вам 3 версии гранолы. 2 сладких вариации и 1 несладкая, которую вы можете использовать для любого салата. А теперь пойдемте на кухню и давайте приготовим вместе со мной мою любимую гранолу. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Первый вариант гранолы — это будет экзотическая гранола с манго и кокосом. Основу гранолы составляют овсяные хлопья. Выбирайте традиционные длительного приготовления в течение 15-20 минут. Нам потребуется 300 грамм овсяных хлопьев. Я добавлю 20 грамм семян чиа, мне они очень нравятся и они очень полезные, если хотите, тоже добавьте. Из орехов я буду использовать смесь кешью и миндального ореха, у меня 140 грамм, его нужно нарубить вот таким образом. Орехи выбирайте любые по вашему вкусу. Перемешайте все сухие ингредиенты. Далее нам нужно будет смешать жидкие ингредиенты. 100 грамм кокосового крема, он натуральный и отличается от кокосового молока тем, что в нем находится мякоть кокоса. Добавляем его в 120 грамм любого меда, который у вас есть. Желательно, конечно, чтобы он был жидкой консистенции, чтобы перемешивать было гораздо легче. Кстати, в эту смесь вы можете добавить любые специи, допустим, такие как корицу, если вы любите, либо ванильный экстракт. Я ничего не буду добавлять, мне нравится более такой натуральный вкус в этой граноле, поэтому выливаю жидкие ингредиенты в сухие ингредиенты и все хорошо перемешиваю. После этого выкладываем гранолу на противень, застеленный бумагой. Еще один момент. Фрукты и сухофрукты мы всегда добавляем уже в готовую гранолу. Будьте внимательны. Раскладываем гранолу и разравниваем по всей поверхности противня. Выпекаем гранолу в предварительно разогретой духовке на 170 градусов Цельсия 20 минут. После того, как 20 минут истекло, нам нужно достать гранолу и вот таким образом перемешать. Затем убираем вновь в духовку при такой же температуре еще на 10 минут. Первая гранола практически готова. Она запеклась, золотистая, хрустящая, выглядит очень красивой и привлекательной, а аромат просто чудесный. Теперь подготовим сухофрукты для гранолы. Я буду использовать манго, у меня 40 грамм, нарезаю вот такими маленькими кусочками. Также я добавлю 20 грамм кокосовой стружки и я буду использовать ягоды, это 40 грамм сушеной вишни. Сухофрукты можете использовать любые, которые вам нравятся. Еще один важный момент. Сухофрукты мы добавляем только в полностью остывшую гранолу. Вот таким образом руками разомните слипшиеся кусочки гранолы. Посмотрите, какая она рассыпчатая. Добавляем сухофрукты и все хорошо перемешиваем. Вы только посмотрите, какая красота! Гранолу лучше хранить в банке с плотно закрывающейся крышкой.
Вот такая баночка у нас получилась. А вот вам вариант сервировки. Отличное решение для вкусного и полезного завтрака. Гранола с домашним йогуртом. Идеальное начало дня. А теперь давайте приготовим вторую гранолу. Она будет у нас шоколадно-банановая. Дети ее просто обожают. Нам потребуется один банан. Очистите его от кожуры и взбейте блендером. Вот таким образом. Далее добавляем 2 столовых ложки растительного масла. Можно использовать кокосовое масло, либо то масло, которое вам нравится. Туда же добавляем 100 грамм меда. Выбирайте мед, чтобы у него была жидкая консистенция. Перемешиваем ингредиенты. Если хотите, можете добавить экстракт ванили. Далее в большую чашу насыпаем 300 грамм овсяных хлопьев, также длительной варки. Добавляем 2 столовых ложки натурального какао-порошка без сахара. Также добавлю пол чайной ложки корицы. Смесь орехов, миндаля и кешью 140 грамм уже порезанные. Перемешиваем все ингредиенты. Теперь в сухие ингредиенты добавляем нашу банановую смесь. Хорошо перемешиваем. Выкладываем на противень, застеленный пекарной бумагой. И далее выравниваем по всей поверхности противня. Запекаем гранолу так же, как и в первый раз, на 170 градусов 20 минут, затем достаем, перемешиваем и еще 10 минут дополнительно запекаем. Вот так выглядит наша новая шоколадно-банановая гранола. Она немного отличается по цвету, она более такая темная и обладает очень потрясающим ароматом шоколада и специй. Посмотрите, какая она красивая. Теперь в готовую остывшую гранолу добавляем изюм. Изюм я предварительно замачивала в кипятке, затем я его просушила и вот теперь смешиваю с гранолой. Не забывайте хранить гранолу в банке с хорошо закрывающейся крышкой. А вот вам вариант сервировки этой гранолы. Добавляем в молоко и начинается шоколадное чудо. И, наконец-то, давайте приготовим третий вид гранолы. Она у нас будет не сладкая, салатная гранола. Очень хорошо подходит к овощным салатам и также будет замечательно сочетаться с любым супом-пюре. В глубокой чаше смешиваем 300 грамм овсяных хлопьев длительной варки, 100 грамм нарезанного миндаля, 30 грамм кедрового ореха, 1 столовая ложка смеси прованские травы, 2 веточки мелко нарезанных листьев розмарина и 2 веточки листьев тимьяна. Далее добавляю 30 грамм смеси кунжута и семян льна. Для такого вида гранолы вы можете выбирать любые специи, травы, семена и орехи, которые вам нравятся. Далее мы будем смешивать все жидкие ингредиенты. У нас будет оливковое масло 60 мл, 2 белка, которые мы взбиваем вот таким образом в пену. И, конечно, мы будем добавлять небольшое количество меда, а именно 50 грамм. Перемешиваем.
Когда вы готовите гранолу, всегда протокол действий практически одинаковый. Нам нужно подготовить сухую смесь ингредиентов, затем нужно подготовить смеси жидких ингредиентов и хорошо их смешать. Далее выкладываем также на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разравниваем гранолу по всей поверхности противня ровным слоем. А теперь добавляем небольшое количество крупной соли морской. Сверху просто посыпаем равномерно. И запекаем гранолу точно так же, как первые две, на 170 градусов 20 минут, затем мешаем и еще 10 минут запекаем. Посмотрите, вот такой вариант сервировки этой гранолы. Она потрясающе сочетается с любыми овощами и их идеально дополняет. Это очень вкусно. Вот так, быстро и просто мы приготовили 3 вида гранолы. 2 сладких гранолы и 1 несладкую салатную смесь. Приятного вам аппетита, друзья! До новых встреч и хорошего настроения!